Друзья, Новый год уже близко, и самое время строить планы, чтобы знать, на каких сферах жизни будет главный акцент в предстоящем году и какие же задачи будет подкидывать жизнь каждому из нас. И в этом видео мы будем разбирать годовой прогноз для восходящих водолеев. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Но прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу вам пояснить, что прогноз будет делаться по технике транзитов планет, так как планеты у нас на небе постоянно двигаются, и, соответственно, по их движению и по их перемещению мы можем сделать определенные выводы, потому что транзит планет — это положение планет на небе в рассматриваемый нами промежуток времени. И мы с вами, соответственно, посмотрим, какая планета и где будет находиться в вашем гороскопе в 2024 году. Ну и сделаем соответственные выводы, что это может принести в жизнь каждого из нас. И я вам также напоминаю, что гороскопы на этом канале я рассматриваю именно в ведическом стиле. И в описании под этим видео размещена ссылка на сайт, где вы можете построить свой гороскоп и узнать свой восходящий знак. А план видео у нас с вами следующий. И сначала мы с вами рассмотрим самые длительные транзиты. Это транзиты Сатурна, Юпитера, Раху и Кету. И я уже рассказывала на этом канале, что транзит Сатурна у нас длится 2,5 года в одном знаке. Юпитер в одном знаке пребывает 1 год, а транзит Раху и Кету длится 1,5 года в одном знаке зодиака. То есть эти транзиты оказывают очень серьезное воздействие на нашу с вами жизнь. Затем мы с вами также посмотрим, какие планеты и когда будут ретроградными в 2024 году. После обсудим коридоры затмений и напоследок обязательно сделаем обзор по движению быстрых планет и определим наиболее значимые даты их влияния на сферу здоровья, карьеры, финансов, ну и, конечно же, личной жизни, потому что это наиболее запрашиваемые темы на консультациях. Ну и давайте, соответственно, приступим к разбору. Восходящие водолеи, и у нас появляется отображение вашего гороскопа с положением планет-гигантов, их аспекты. И начнем мы, конечно же, свой анализа Сатурна. И на протяжении всего 2024 года Сатурн будет находиться в вашем первом доме гороскопа. А первый дом гороскопа — это дом личности и всего того, что непосредственно связано конкретно с вами, с вашим поведением, с вашим самочувствием. Поэтому, когда Сатурн попадает в первый дом, можно сказать, что такой транзит может быть, ну, скажем так, немножко сложным для человека и неоднозначным, потому что Сатурн — это планета мудрости, планета нравоучений, иногда даже какого-то тяжелого опыта, и он будет учить человека определять для себя наиболее важные ценности по жизни в целом и в какой-то степени влиять на ваше сознание и отметать ненужное. И по сути это такой период личностного роста, который вот может быть особенно сложным именно для молодых людей, у которых еще нет за плечами бэкграунда в виде большого жизненного опыта. Хотя это также может касаться уже и взрослых людей, которые немного безалаберно относились к себе, к своему здоровью, к своей жизни. И вот Сатурн заставит остановиться, задуматься, переосмыслить все и понять, вот кто вы, что вы и в каком направлении вы хотите проживать свою жизнь далее, куда вот дальше вам надо двигаться. И это касается на самом деле не только работы и какой-то профессиональной реализации, хотя эти вопросы тоже будут активно подниматься. То есть тут в первую очередь надо в целом осознать, ну, скажем так, свою позицию в обществе и в жизни. И в какой-то степени вам может казаться, что жизнь, ну, скажем так, вставляет палки вам в колеса, и этот период приносит вам какие-то неудачи, проблемы, препятствия, застои, а вам же наоборот, хочется, чтобы ваши задумки реализовывались быстрее. А Сатурн вот специально притормаживает, чтобы вы задумались, а в правильном ли вы направлении вообще двигаетесь. Или, может быть, ваша стратегия уже стара, неправильна, и от нее надо, в принципе-то, отказаться, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое и что-то лучшее. И впоследствии вот этих обстоятельств, которые будут происходить в вашей жизни, вы можете чувствовать себя даже, ну, скажем так, немножко потерянными, как будто вы не знаете своего места, и сразу может быть достаточно сложно разобраться, а как же быть дальше, что делать, когда делать, зачем делать.
Но Сатурн любит, когда вот люди качественные и глубоко на самом деле вникают в решение вопросов, да, и пытаются разобраться, разложить все по полочкам. И все-таки, как управитель 12-го дома, конечно же, Сатурн даст вам возможность окунуться, ну, скажем так, внутрь себя, побыть наедине с собой, да, и произвести какой-то глубокий самоанализ. И, возможно, у кого-то из вас уже на протяжении 2023 года вот происходили некие затыки в жизни, да, и кто-то из вас уже, например, мог начать практиковать медитации, йогу, ну или, по крайней мере, задавался вопросами, о которых мы уже говорили ранее в этом видео. А кому-то из вас это еще предстоит сделать в 2024 году. Кого-то из вас на самом деле Сатурн может отправить, ну скажем так, в вынужденную изоляцию вследствие проблем со здоровьем. И это также могут быть, ну, как хронические заболевания, либо какие-то острые заболевания, которые могут впоследствии перетекать в хроническую стадию. Либо это будут какие-то иные вялотекущие проблемы со здоровьем, которые придется достаточно долго исправлять. И, например, это может быть как вариант нарушения осанки или там клиника остеопороза, да, кому-то придется лечить зубы и так далее. То есть, ну, проблема вряд ли решится за один сеанс, за одно посещение к врачу. И, конечно же, первый дом — это у нас про внешность человека, про его имидж, стиль. И внешне человек может чувствовать себя, ну, скажем так, более уставшим или даже странным, каким-то загадочным, отрешенным, либо озабоченным какими-то вопросами, да, как будто круглосуточно человек обдумывает какие-то ситуации, и вот, скажем так, морщины мудрости появляются на его лице. И в некоторые моменты может казаться, что вас ну, никто не понимает, да, что все покинули вас, и вам даже некому обратиться за помощью, скажем так, для решения своих вопросов. Либо вам может казаться, что к вам предъявляют какие-то необоснованно завышенные требования, но на самом-то деле это всего лишь опыт, который вы должны приобрести и научиться самостоятельно брать ответственность за свою жизнь в свои руки. И по сути вот эта миссия и опыт, который вы можете пережить, но надо только запастись терпением, да, и, скажем так, трудоспособностью и научиться справляться вот со всеми вопросами самостоятельно. Аналогично эта информация также применима и к вашей карьере, к вашей профессиональной реализации, потому что Сатурн делает аспект на 10-й дом гороскопа, а значит, у вас однозначно могут появиться какие-то новые обязательства на работе, причем ну, нагрузка имеет свойство постоянно увеличиваться, а вот заработная плата пропорционально этой нагрузке не факт, что будет расти. И, возможно, кто-то из вас получит даже новую должность, поэтому и объем работы в результате этого увеличится, и придется также подумать над проявлением своей экспертности, над своим личным брендом, над собственным позиционированием. То есть коллективу и окружающим также должно быть понятно вообще, кто вы и что вы. И, например, если вы развиваете собственный бизнес, то аналогичным образом эту информацию применяете в рамках собственного дела. Также Сатурн у вас аспектирует 7-й дом гороскопа. И с одной стороны указывает, что ваши контакты могут подвергнуться некой чистке. И в своем кругу общения вы оставите только действительно надежных и преданных друзей, знакомых, либо тех, кто может пригодиться вам по каким-то рабочим вопросам. Если вы оказываете дистанционно-консультационную деятельность, работаете, например, там, в отделе продаж или в другом виде деятельности, которая предполагает общение с другими людьми, то однозначно в этот период у вас будут клиенты, скажем так, взрослые, серьезные, возможно, даже из-за границы. И, конечно же, Сатурн у нас аспектирует дополнительно 3-й дом гороскопа, а значит подтверждает, что вы можете заключать какие-то долгосрочные сделки и контракты с другими людьми. И у кого-то из вас даже может появиться, например, иностранный партнер, с которым вы в том числе можете заключить какое-то долгосрочное сотрудничество. То есть, ну, тут Сатурн будет способствовать именно работе с другими людьми в долгосрочной перспективе. Даже если это будут, скажем так, новые для вас знакомства, то все равно в этот период будут приходить
такие более качественные люди, с которыми можно строить дальнейшие планы, совместные дальнейшие планы. Хотя вы будете склонны общаться только по существу, по делу, не растрачивая себя на разного рода болтовню и пустые разговоры. Но если вы уже работаете в партнерстве с кем-то, тогда вы можете, скажем так, пересмотреть, например, условия совместного сотрудничества, пересмотреть обязательства, да, или кто-то даже может из вас расстаться со своим партнером. И может быть еще вариант, что вы в том числе решите открыть, например, новый филиал, и кому-то вот из партнеров придется ехать в этот филиал для осуществления деятельности. И, конечно, такой транзит, он в том числе затронет и вашу личную жизнь, поэтому если вы, например, холосты, то вполне можете выйти замуж, либо жениться, причем супруг и супруга могут быть тоже родом из другого государства, ну, либо из далекого города. Но кто-то из вас, наоборот, может даже развестись в этот период. То есть в этот период идет пересмотр отношений и какие-то перемены. И вот эти перемены, они могут присутствовать, потому что Сатурн однозначно устраивает проверку отношений. И ему важны качественные отношения, долгосрочные, и вы должны четко понимать и отвечать сами себе на вопрос, а зачем вам нужны эти отношения, или вот какие отношения вы планируете строить с тем либо иным человеком и так далее. И если вы просто встречаетесь, то вам надо решить для себя, ну а что с этим человеком делать дальше. И если вы дальше хотите с ним идти по жизни, с этим человеком, тогда Сатурн выведет ваши отношения на новый уровень и приведет к заключению брака. А если вы решите, что вам дальше, ну как бы не по пути, тогда, соответственно, ваши дороги разойдутся. И также Сатурн аспектирует третий дом гороскопа, и в первую очередь это дом собственных усилий. Поэтому для реализации своих, скажем так, профессиональных целей, для работы над своим брендом, над своим имиджем, для выстраивания отношений с кем-то, вам однозначно придется прилагать какие-то усилия, и результаты ваших достижений, они полностью зависят от того, сколько сил вы в это вложили. То есть вот просто так удача на голову сыпаться вам не будет. Вот сколько вложил, столько и получил в итоге. Также кто-то из вас больше времени начнет уделять своему хобби, и вполне это может даже быть хобби, связанное с каким-то ручным трудом, когда вы собственными руками что-то создаете, либо мастерите, либо пишете какие-то тексты, например, опять же, собственными руками. То есть все, что можно делать вот своими ручками. Как вариант, вы можете даже больше начать проявляться, ну, например, в социальных сетях, вести блог, либо проявляться на каких-то медиаплощадках, то есть, например, там, дать интервью в каком-то журнале и так далее. Но это, опять же, должна быть, скажем так, проработанная, серьезная, либо какая-то инновационная, экспертная информация, а вот не серии просто там повеселить всех и навешать лапши на уши. То есть в вашем контенте однозначно должна быть польза, которая транслирует глубокие смыслы. И вы можете реже начать проявляться на публике, но зато вот своими выступлениями вы будете бить, скажем так, прямо в цель. Также кто-то из вас займется спортом, либо гимнастикой, либо йогой, в том числе для того, чтобы поправить свое здоровье. И также Сатурн акцентирует свое внимание на ваших взаимоотношениях с братьями и сестрами. И с одной стороны, вы будете стремиться их чему-то поучать, например, воспитывать. А с другой стороны, ваше общение на какой-то промежуток времени может даже прекратиться, потому что либо вы уйдете в себя, либо вы будете заняты абсолютно какими-то другими вопросами, которые будут, опять же, вас тревожить и которые потребуют вашего решения. Поэтому, ну, скажем так, времени на общение просто не останется. Но при этом Сатурн влияет на этот дом также вместе с Юпитером и указывает, что в жизни ваших братьев и сестер могут происходить значимые события, причем абсолютно разного рода, то есть от свадьбы до карьерных высот. Но давайте мы перейдем к обсуждению Раху и Кету, которые дополнят наш прогноз, хотя мы с вами уже обсуждали на этом канале Раху, Кету, и есть видео, где я более детально рассказываю, а что вам принесет это положение. Поэтому вы однозначно можете вернуться вот к этому видео, еще раз его посмотреть, что же конкретно вам обещает этот транзит. Ссылка будет в описании под этим видео. А сейчас я вам вкратце напомню. И разбор мы с вами начинали с положения Кету, то
то есть это та сфера, в которой вам надо навести порядок и расставить все точки над «и». И Кета у вас находится в 8-м доме гороскопа, а это значит, что вам придется проработать вопрос и отказаться в какой-то степени от чужих денег. Ну, например, вы находились на содержании у родственников, либо были на содержании у мужа, у супруги, и таким образом у вас имеется вот эта зависимость от чужих денег и от чужих ресурсов. Поэтому такой транзит, он будет склонять вас к проработке своей самооценки, к проработке своих страхов. И если вы не будете делать это самостоятельно, тогда в вашей жизни будут специально складываться такие обстоятельства, которые эту лавочку по благотворительности со стороны третьих лиц для вас закроют. И вот, например, родственники больше не захотят вам помогать, либо ваш муж лишится своего дохода, или, например, вы нарветесь на каких-то мошенников, да, которые обманным путем тоже захотят присвоить себе ваши деньги. И также 8-й дом – это про исследования, опять же, про поиск каких-то глубинных истинных знаний. И вот кто-то из вас может даже более активно начать практиковать какие-то эзотерические направления, астрологию, психологию, для того, чтобы, в первую очередь разобраться именно в себе, но при этом кто-то из вас может даже монетизировать эти знания и начать, скажем так, развивать их как хобби и даже вести консультации с другими людьми. А кто-то из вас может начать изучать, скажем так, родословную своей семьи. И вот по факту ваша кармическая задача и ваша точка роста заключается в сфере 2-го дома. А это в первую очередь ваш личный заработок. То есть сколько вы сами сможете заработать и отложить в свою кубышку. Поэтому кто-то из вас либо пойдет устраиваться на работу, либо будет думать над каким-то своим бизнес-проектом. И как вариант, кто-то из вас заинтересуется даже изучением пассивного дохода, да, то есть когда ты инвестируешь и получаешь дополнительную прибыль и заработок от этого. Также вы можете воздействовать на окружающих с помощью ораторского мастерства, например, да, и начнете проводить какие-то там мастер-классы, либо мероприятия, на которых вы будете спикером. То есть, идей у вас может быть много, и в какой-то степени даже может образоваться такой режим многозадачности, когда вы как белка в колесе будете между этими задачами прыгать. И тут опять же очень важно научиться распределять свое время, силы, энергию, потому что Раху у нас все-таки аспектирует еще 6-й дом гороскопа, да, и подтверждает, что вот этих рутинных дел в этот период может образовываться очень много, и вы будете вынуждены решать их, не поднимая головы. И это в том числе может касаться как ваших профессиональных обязанностей, так и вопросов бытового характера. И вот по такому положению, опять же, можно сказать, что ваш заработок абсолютно пропорционален вложенным вами усилиям. Ну и также может быть в том числе такой эффект, что вы с головой окунетесь в работу, вам захочется больше информации, больше опыта за короткий промежуток времени. Поэтому вы будете склонны работать даже и за себя, и за того парня, и делать вы это будете, либо по собственной инициативе, либо внешние факторы заставят вас таким образом углубляться в процессы. И, конечно, Раху аспектирует 10-й дом гороскопа, а значит, ваш статус однозначно поменяется. И он может поменяться как в профессиональном плане, когда вы вступите в новую должность, да, так и в социальном плане, когда кто-то из вас, опять же, выйдет замуж, да, либо разведется, либо будет оформлять, например, гражданство, ВНЖ или, например, документы по недвижимости, потому что, опять же, перемены в месте вашего жительства тоже имеют место быть при таких транзитах. И давайте мы с вами перейдем к обсуждению Юпитера, который дополнит наш прогноз. И до 1 мая 2024 года Юпитер будет находиться у вас в знаке Овна, а это в вашем 3-м доме гороскопа. И тут происходит это двойное влияние Сатурна и Юпитера на 3-й дом гороскопа. И в первую очередь 3-й дом – это сфера коммуникации, и обстоятельства однозначно складываются так, что вам поневоле приходится быть коммуникабельным, много общаться, заводить новые знакомства. И вполне возможно, что 2023 год вас уже склонял к тому, что кто-то из вас мог даже проходить, например, курсы ораторского мастерства, либо актерского мастерства.
кому-то из вас пришлось, ну, становиться, скажем так, более коммуникабельными по каким-то рабочим вопросам. И опять же, этот период, он будет склонять вас к тому, чтобы развивать свои хобби, если они у вас, конечно же, есть. Если у вас их нет, то в поле зрения может оказаться какая-то вот новая тематика, которую вам захочется изучить, и вы можете даже приобретать какие-то курсы, проходить обучение или начать там больше читать по интересующей вас теме, да, чтобы приобрести вот этот практичный опыт и навыки, которые в дальнейшем вы в том числе сможете использовать, ну, как в своей бытовой жизни, так и в профессиональной реализации. Также вы можете начать сами писать какие-то статьи и тексты для блога, либо для научно-популярных журналов, либо, например, в СМИ, газеты, и передавать вот свои знания, свою экспертность через какие-то там медиаплощадки в том числе, да, как мы уже говорили с вами при разборе транзита Сатурна. Но помните, что эта информация, она должна передавать практичную, полезную пользу читателям или вот тем людям, которые будут вас, ну, смотреть и слушать. И как вариант вы даже можете начать изучать какой-то иностранный язык, который поможет вам общаться с иностранными клиентами, либо с иностранными коллегами, либо поможет вам читать в том числе специализированную, либо профессиональную литературу на языке первоисточника. И в целом также можно сказать, что благодаря проявлению вот именно своей экспертности вы будете даже склонны создавать, ну, возможно, какие-то клубы, собирать вот единомышленников, да, либо сами можете посещать нетворкинги, где вы будете знакомиться с новыми для себя людьми, будете пребывать в новой компании, да, таких же увлеченных людей, как и вы, и делиться своим опытом и своими навыками. И Юпитер у нас также аспектирует 7-й дом гороскопа, а значит расширяет ваш круг знакомств, потому что Юпитер это все-таки вот планета расширения у нас. Но это не просто появление каких-то новых друзей, а это новые контакты, которые необходимы вам для решения конкретных вопросов, именно по вашему запросу, либо для решения каких-то профессиональных вопросов, профессиональная коммуникация, да, то есть разговоры сугубо по делу. И также Юпитер аспектирует 9-й дом гороскопа, а значит в вашей жизни появятся однозначно новые учителя, новые наставники, либо, например, советники по каким-то определенным вопросам, да, к мнению которых вы в том числе будете прислушиваться и которые будут помогать вам в решении определенных задач. Но опять же, если вы просто учитесь, проходите какой-то курс, то это будут эксперты, которые будут передавать вам свои знания. Но если вы, например, развиваетесь в какой-то бизнес-среде, развиваете какой-то проект, то вы легко можете обращаться за помощью к каким-то вот посредникам, союзникам, там, переводчикам, например, и так далее. И, возможно, вам понадобится какая-то помощь, в том числе в оформлении документов, причем документов, связанных с вопросами государства. И у кого-то это проиграется, как, например, регистрация предпринимательской деятельности, а у кого-то из вас это проиграется как оформление документов, например, ну, там, оформление визы для заграничных поездок. Да, и вы поэтому также можете обратиться за помощью, например, к агентству, либо посреднику, который подготовит за вас все вот эти документы. Потому что в целом для заграничных поездок для вас тоже получается открыт зеленый коридор, и это могут быть поездки как в другие страны, да, так и в другие города. Это могут быть и краткосрочные поездки, типа в командировке или там просто на выходные. И я как бы не могу сказать, что вас ждет иммиграция. То есть это больше период про путешествия. Или, например, вы можете поехать там в другой город на живую встречу со своим учителем, как вариант, да, либо можете поехать на какой-то мастер-класс, или вот по работе, или сами можете организовывать мероприятия в разных городах. То есть однозначно у каждого из вас будет свой вариант вот этих поездок. И так же, как мы уже с вами говорили, в жизни ваших братьев и сестер будут происходить однозначно какие-то значимые события, которые также не пройдут мимо вас. И в целом можно сказать, что им будет сопутствовать удача. То есть это будут благоприятные тенденции. И, возможно, у кого-то из вас родятся братья и сестры, в том числе двоюродные, если это, конечно же, для вас актуально, потому что Юпитер все-таки стоит в 3-м доме, и он аспектирует 11-й дом гороскопа. И в том числе у нас 11-й дом гороскопа это все-таки про предпринимательскую деятельность, либо про какие-то дополнительные доходы, премии, награды. Поэтому именно до 1 мая 2024 года у вас однозначно благоприятный период для того, чтобы получать какие-то
премии на работе, либо, опять же, вас могут поблагодарить за вашу работу и какими-то другими способами, там, например, подарить подарочный сертификат, да, либо подарок какого-то иного рода. И также кто-то из вас уже мог вполне организовать свой бизнес, кто-то еще находится, например, в процессе подготовки, и до 1 мая есть все шансы для того, чтобы вот запуститься и начать монетизировать свое дело. Да? Кто-то из вас просто найдет какой-то дополнительный источник заработка, например, будет вести там консультации дополнительно в свободное время, как мы с вами обсуждали. То есть в целом этот период, он позволяет вам уже сделать первые шаги и начать хорошо зарабатывать самостоятельно, либо, ну, скажем так, найти дополнительные источники заработка, поэтому и будет отказ вот от этой зависимости в помощи третьих лиц. Как мы с вами говорили, тоже в вашем окружении может появиться какой-то влиятельный человек, который окажет вам поддержку в вашем продвижении и масштабировании. И затем 1 мая 2024 года Юпитер переходит в ваш 4-й дом гороскопа, и вектор внимания во второй половине года однозначно смещается на другие темы. И в первую очередь это дом недвижимости, вашего места жительства, так как Юпитер в вашем гороскопе все-таки управляет 2 домами денег, то однозначно можно предположить, что кто-то из вас до 1 мая заработает, например, очень хорошую сумму денег, чтобы затем решит вложить ее в приобретение новой недвижимости, либо, например, во вложение участка под строительство дома. У кого-то из вас это может проиграться как приобретение нового автомобиля, у кого-то как, например, покупка и аренда офиса, на случай, если вы решите расширяться, открывать новые филиалы, ну или просто вот кто-то из вас решит сменить свой офис и таким образом будет инвестировать в новую недвижимость. Либо, как вариант, кто-то из вас может, опять же, сдавать свое жилье, и вот этот доход, он тоже может зависеть от вашего имущества, либо от вашей семьи. И можно даже сказать, что ваш доход, он зависит именно от ваших желаний в быту, в имущественных вопросах, в крупных приобретениях. И именно вот эти желания, опять же, они будут мотивировать вас к большему заработку, потому что у вас будет очень ярко проявлено желание обустроить вокруг себя пространство и создать дома уют, комфорт, да, то есть какое-то свое пространство, возможно, для умиротворения. И в обустройстве своего дома, либо вот в приобретении какой-то недвижимости вам однозначно могут помогать, например, ваши братья и сестры, либо ваши друзья, товарищи, или даже вот кому-то может помочь влиятельный человек. Также 4-й дом – это дом нашей семьи, наших родных и близких, и вполне возможно, что вы будете инвестировать и помогать им финансово в реализации, в том числе их желаний и хотелок. То есть, тут по сути работает принцип «моя семья, мое богатство», и вы сами будете становиться в том числе гораздо счастливее, когда будете ощущать вот эту потребность родных и близких, в каких-то ваших действиях, в вашем внимании, в вашей помощи. И как вариант, кто-то из вас начнет, например, формировать новые семейные ценности, семейные правила, семейные традиции, которых должны будут придерживаться все члены вашей семьи. А также 4-й дом – это в том числе про взаимоотношения с мамой, и будут ситуации, когда вашей маме, например, понадобится ваша финансовая поддержка в том числе, либо это будут абсолютно другого рода вопросы, в том числе, которые потребуют вашего внимания, и вы вынуждены будете тратить свой ресурс, то есть свою энергию, силы и время на решение вот этих вопросов. Да, и как вариант, опять же, ваши друзья, либо какие-то высокопоставленные люди могут помочь вам в решении этих вопросов с мамой. И 4-й дом – это тоже про ощущение внутреннего счастья, про работу со своим психоэмоциональным состоянием. И как мы с вами уже говорили, кто-то из вас может начать изучать психологию, астрологию, тем более, что все-таки Юпитер у нас аспектирует 8-й дом гороскопа, и это в том числе про какие-то вот глубинные знания, эзотерические направления. Кто-то из вас может просто обратиться за консультацией вот к этим помогающим практикам, либо, например, пройти курс терапии у психолога. Да? Кто-то будет, например, изучать, исследовать эту тему более глубоко и самостоятельно.
И 8-й дом — это в том числе чужие деньги, от которых вы, как бы, собственно, должны отказаться. Но, тем не менее, есть возможность привлекать инвестиции для развития своего бизнеса. Либо вы будете инвестировать, например, свои деньги в какие-то проекты, акции, которые будут приносить вам пассивный доход именно в долгосрочной перспективе. Либо, опять же, это указание на то, что вы можете получить, например, наследство, либо иного рода страховые выплаты. И, опять же, Юпитер обещает нам, что сумма выплат должна быть большая, вследствие чего вы, как вариант, тоже можете приобрести даже какую-то новую недвижимость. Но я напоминаю, что есть риск нарваться на мошенников, и в том числе вас могут обмануть вот либо в оформлении там страховки, либо по теме получения наследства, да, может от вас, например, специально будут держать эту информацию в тайне, чтобы вы в наследство не вступили. Но по итогу Юпитер, он все равно должен дать свои плоды, и все тайное как бы всегда становится явным. И, кстати, как вариант, это могут быть еще ваши семейные тайны, которые тоже должны будут вскрыться, да, и вы что-то узнаете новое. И также Юпитер у нас аспектирует 10-й дом гороскопа, и в целом на 10-й дом гороскопа, то есть на сферу вашей профессиональной реализации, вашей карьеры, вот социального статуса идет 3 аспекта. А это значит, что 100% стоит ожидать важные изменения. В сфере карьеры либо статуса. И как уже говорилось, эти изменения могут касаться, на самом деле, абсолютно любой темы, да, то есть были холосты, стали женаты, были женаты, развелись, были гражданином одной страны, стали гражданином другой страны, либо там, например, получили долгожданную карточку ВНЖ, либо, например, там стали собственником квартиры и так далее. И опять же, вот что касается карьеры, то тут больше речь идет все-таки про нематериальные достижения, и вектор внимания, он будет смещен именно в развитие своей репутации, в расширение своего влияния, в укрепление своего авторитета, да, либо работу там над качеством продуктов и услуг, которые вы создаете. И для того, чтобы ваша репутация была на самом-то деле безупречна, то лучше брать, скажем так, меньше заказов, работать с меньшим количеством людей, но при этом делать настолько суперкачественно, и тогда вот будет работать однозначно эффект сарафанного радио, чем вы просто будете гнаться за количеством и по итогу останетесь ни с чем. То есть, несмотря на то, что вы будете ставить себе достаточно амбициозные задачи, и вам, возможно, даже будет хотеться объять необъятное, выжать максимум в короткие сроки, но иногда все-таки своими амбициями надо жертвовать во имя качества. И вот это будет для вас все-таки главная задача. И также Юпитер аспектирует 12-й дом гороскопа, и кому-то из вас он может дать какую-то, например, дальнюю поездку, дальнее путешествие. И это опять же еще одно указание на то, что благоприятно уединяться, благоприятно побыть наедине с собой, заглянуть, скажем так, в глубину своей души, практиковать йогу, медитацию, либо, например, вы в том числе можете поехать в какое-то путешествие там, с целью ретрита, да, расширения своего мировоззрения, общение с иностранцами, которые в том числе помогут вам обнаружить какие-то инсайты, которые вы сможете использовать как в повседневной, так и в профессиональной жизни. И здесь есть также указание на общение с иностранцами, но Юпитер, он все-таки управитель дома денег, и он указывает, что вы можете вкладывать куда-то деньги, например, за границу, либо в какие-то инвестиционные проекты, как вот для получения дополнительной прибыли, так и эта прибыль, она может идти к вам от иностранных клиентов. А мы с вами идем дальше и переходим к рассмотрению периодов ретроградности планет. И есть у нас в астрологии еще такое понятие, как ретроградность планет, когда могут происходить какие-то задержки, все идет не по плану, вас как будто возвращают вот назад, в исходную точку из серии там либо делай, либо переделай, либо сделай это как-то по-новому, по-другому, либо вообще подумай, оно тебе надо или не надо. И вот, например, вы сейчас видите на слайде, когда Меркурий у нас будет ретроградным. И я думаю, что вы все слышали про ретроградный Меркурий, потому что обычно все свои неприятности и косяки люди списывают именно на него. Но, конечно, в ретроградный Меркурий рекомендуется перепроверять все свои договоренности, да, уточнять у людей, а правильно ли вы друг друга поняли, правильно ли вы друг друга услышали.
перепроверять документы, которые вы оформляете или подписываете. Да, по сути, все надо перепроверять по 10 раз. И однозначно вот начинать какие-то новые проекты в ретроградный Меркурий не рекомендуется. А вот подчищать старые косяки очень даже рекомендуется. Или, например, если вы, например, планируете устроиться на работу, да, то в период ретроградного Меркурия подписывать документы о трудоустройстве однозначно не стоит. Подберите лучше другие даты, иначе ваше сотрудничество оно будет достаточно краткосрочным. И хорошо, если вы пройдете испытательный срок. Или, например, если в этот период вы начнете какое-то обучение, то опять же ваш запал, он может так же быстро угаснуть, как, собственно, он и появился. И также Марс у нас будет ретроградный с декабря 2024 года. И вот этот кусочек Марса, он мало того, что будет ретроградный, так он будет находиться еще в знаке своего падения, в своем худшем положении, в 6-м доме вашего гороскопа. И находиться он там будет с 20 октября по январь 2025 года. Поэтому с конца октября в ваших рабочих делах может происходить какая-то, например, неразбериха, либо будет какое-то напряжение, либо конфликты будут с начальством, с сотрудниками, либо с какими-то другими органами. Могут, например, возникать какие-то бюрократические проблемы или там волокиты с оформлением документов, которые будут заставлять вас нервничать и порождать еще больше ошибок. И в этот период вас опять же могут загрузить какой-то очень срочной дополнительной работой, которая будет вызывать у вас очень много стресса и агрессии, да, и как результат вот эта нервозность и стресс, они в том числе могут привести вас к проблемам со здоровьем и, возможно, даже травматизация тела, либо кому-то из вас потребуется, например, экстренная медицинская помощь, в том числе из-за каких-то вот воспалительных заболеваний. Да, и, например, это также может быть какое-то хирургическое вмешательство по поводу острого аппендицита, как вариант. И еще я также дополню, что Марс в Раке, он действует достаточно агрессивно и эмоционально, поэтому в том числе возможны конфликты, причем отстаивать себя в этих конфликтах вы будете, скажем так, очень ярко, эмоционально, разжигая пожар вокруг, и как результат можете наломать еще больше дров, под воздействием эмоций принять какие-то неправильные решения, о которых впоследствии вы в том числе будете жалеть. Поэтому в этот период важно собрать всю волю в кулак, постараться угомонить свои эмоции и вот с холодной головой сесть и стратегически пошагово расписать дальнейший план действий, решения вот этих вопросов. То есть это будет для вас как бы точка роста. И будьте готовы, что особенно вот в период ретроградности Марса он будет возвращать вас в вопросы, да, и когда надо вот что-то доделать, переделать, сделать по-другому, то есть для того, чтобы результат, хотя бы получился благоприятным на выходе. И также вы видите даты ретроградности Сатурна и Юпитера. Это две большие планеты, и они с большего будут возвращать вас в нерешенные задачи именно по своим темам, о которых мы уже говорили ранее в этом видео. Либо они будут давать вам какие-то задержки в реализации задуманного. И, например, по Сатурну потребуется вам пересмотреть свою стратегию позиционирования, да, развития личного бренда, личных отношений, работы. То есть придется расставить все точки над и принять какие-то новые решения для себя и подтянуть хвосты, где они имеются там, в рабочих процессах, либо уделить больше внимания качеству продукта, товара, который вы создаете. То есть доработать те вопросы и восполнить те пробелы, в которых есть дыры. И при ретроградном Сатурне однозначно благополучно еще раз подумать над тем, кто вы, что вы и вообще какой стратегии вы придерживаетесь в жизни и куда вы двигаетесь. И аналогичная ситуация идет и по Юпитеру. Например, он может давать вам задержки с оформлением документов на недвижимость, либо будет возвращать вас к вопросу приобретения каких-то крупных и значимых для вас вещей. Но Юпитер все-таки, в отличие от Сатурна, планета добрая. И Юпитер, он как бы вам подарит второй шанс воспользоваться ситуацией, на которую ранее вы могли махнуть рукой. То есть, грубо говоря, например, вы можете вернуться к тому варианту недвижимости, который рассматривали ранее. Или, например, касательно рабочих процессов, он может вернуть вас к тому проекту, который вы отложили на какой-то промежуток времени, там, в долгий ящик. И вот теперь вот самое время
после того, как вы по Сатурну провели, опять же, подготовительную работу, проработали все свои косяки, вот сейчас самое время его запускать в массы и презентовать другим людям. Или, например, кто-то из вас будет возвращаться к вопросу касательно там, страховых выплат или к вопросу получения наследства. То есть, опять же, у каждого будет своя ситуация. А мы с вами идем дальше и переходим к такой интересной теме, это тема затмений. И я думаю, что на просторах интернета вы уже слышали, как астрологи обычно страшат этими коридорами затмений, но давайте будем разбираться. В 2024 году у нас с вами будет два коридора затмений. Одно весеннее, второе осеннее. Длится коридор затмений у нас ровно 2 недели. Коридор затмений, он всегда происходит по оси Раху-Кету, то есть по вашим кармическим точкам, которые мы с вами обсуждали в этом видео. И это своего рода проверка, экзамен, а в том ли направлении вы двигаетесь и там ли вы навели порядок. И насколько качественно вы получаете тот опыт, о котором мы говорили. И вот в какой-то степени вот этими обстоятельствами, которые будут происходить в период коридора затмений, они вам показывают то направление и дают как бы новый вектор, куда надо обратить свое внимание, над чем вам надо поработать и по каким вопросам надо сделать вам, ну скажем так, определенные выводы, выработать для себя новые принципы. И вот этот период, ну и, скажем так, чуть-чуть позже могут происходить какие-то вообще нежданно-негаданные события, которые будут вызывать в том числе стресс, переживания, ну, либо они будут иметь положительный характер. И опять же тут есть важный нюанс, да, то есть по моей статистике все-таки часть людей очень чувствительна к весенним затмениям, что-то важное происходит в их жизни, а осенние затмения вообще никак не чувствуют из жизни, как шла, так и проходит. А вот другая часть людей, наоборот, к весенним затмениям относятся нормально, проживают, ничего не происходит, а вот осенние затмения дают о себе знать очень ярко и происходит ну, что-то очень важное, значимое. Но опять же, у кого-то это позитивные события неожиданно происходят, а у кого-то это кризисы и стресс. И вот вы для себя попробуйте сейчас вспомнить предыдущие годы своей жизни, и когда все-таки затмения оказывали на вас больший эффект, летом, весной, либо осенью, зимой. Но мы вернемся к нашим затмениям все-таки 2024 года, и весной коридор затмений открывает у нас лунное затмение 25 марта в знаке Девы, а закрывает коридор солнечное затмение 8 апреля в знаке Рыб. И, как правило, все-таки лунное затмение, оно больше действует на девушек, а солнечное затмение, оно больше действует на мужчин. Но, тем не менее, в пределах этих дат 3 дня до сам коридор затмений и 3 дня после старайтесь держать себя в руках и не поддаваться на провокации от других людей и вот тех жизненных обстоятельств, которые будут происходить в вашей жизни. Но, тем не менее, лунное затмение будет в 8 доме вашего гороскопа, а это та сфера, в которой вам надо было наводить порядок по кету, да, расставить для себя какие-то точки над «и», о которых мы говорили. И вот в пределах этой даты стоит ожидать каких-то, возможно, неожиданностей, стрессов. Ваше эмоциональное состояние, оно может быть нестабильным, и могут даже подниматься какие-то вопросы и конфликты на тему денег, да, либо в пределах этой даты вы узнаете, что ваш, например, партнер, супруг лишился какого-то заработка, и он более не может вас поддерживать. То есть вот проявится та ситуация касательно чужих денег, когда, скажем так, вот петух клюнет для того, чтобы вы начали работать над своей зависимостью от третьих лиц и уходить в какое-то собственное плавание, да, в развитие личного бренда. Но наиболее благоприятно в эти дни, конечно же, побыть наедине с собой, погрузиться в изучение каких-то тайн, возможно, провести какое-то собственное исследование, расследование, либо читать духовную литературу. И для кого-то из вас могут также вскрыться тайны и информация, на которую вы ранее не хотели обращать внимание. И вот вам, как никому другому, надо запастись терпением на период вот этого коридора затмений. А к завершению коридора затмений по Солнцу вам надо сесть и подумать, а как вы будете распоряжаться далее своими ресурсами, как материальными, так и нематериальными, да, то есть на протяжении именно следующего полугода, потому что результаты одного коридора затмений у нас действуют именно полгода до начала следующего коридора затмений. И то есть вы для себя должны четко определить, по какому графику, с каким распорядком дня вы будете проживать, на какие действия, на какие увлечения, да и в целом на что вы будете тратить свое время и силы. И также вам
необходимо установить какие-то финансовые цели, которые вы будете достигать. И тут вот по сути вам надо объединить материальное с нематериальным и определить для себя, вот какие действия, с какими трудозатратами вы будете совершать для достижения вот этого финансового благополучия. А вот осенний коридор затмения открывает лунное затмение 18 сентября, но уже в знаке Рыб, а закрывает его солнечное затмение 2 октября, но уже в знаке Девы. И получается, что по лунному затмению, которое будет уже во втором доме вашего гороскопа, снова будут подниматься вопросы касательно вашего ресурса, как материального, так и нематериального, но тут вы, по сути, как бы должны уже подвести черту и проанализировать, а в том ли направлении вы двигались на протяжении вот этого полугода. Все ли из запланированного вами вы выполнили, и тех ли результатов вы достигли, которые планировали. И у кого-то из вас могут возникнуть какие-то проблемы, например, вопросы касательно ваших финансов, либо потребуется срочно куда-то потратить деньги, либо куда-то вложить их. И кроме того, могут подниматься вопросы касательно вашей родительской семьи, да, например, там у родителей может произойти какая-то неблагоприятная ситуация, которая в том числе может повергнуть вас в шок и заставить вас решать какие-то вот возникшие проблемы в семье. А потом вот по солнечному затмению вы также выстраиваете план и дальнейшие действия на ближайшие полгода, но уже по вопросам, скажем так, инвестирования, по каким-то новым вложениям, да, если кто-то из вас их планирует, будет планировать, скажем так, делать, или у кого-то из вас поднимутся вопросы касательно получения, например, наследства или каких-то других страховых выплат, и опять же придется подумать, как этим наследством и вот этими выплатами вы будете распоряжаться далее. Кто-то себе может поставить цель для совершения каких-то новых исследований и разработок по той сфере деятельности, которой вы занимаетесь, потому что, вот в своей работе вам надо будет делать акцент именно на качество, а не на количество. И опять же, вот новые разработки, они в том числе могут повлиять в дальнейшем на вашу репутацию. И может быть вы сделаете какое-то новое секретное открытие. Также для кого-то из вас могут, например, открыться тайны ваших партнеров, да, либо вы, например, с кем-то заключите тайное соглашение. У каждого будет свой вариант. Но давайте мы все-таки перейдем к обсуждению каждой сферы в более мелком диапазоне. Я напоминаю, что это все-таки общая тенденция, и, возможно, кого-то из вас ваш личный гороскоп защитит, а кому-то из вас, наоборот, подтвердит, что вот этих событий, о которых я буду говорить, их на самом деле-то не избежать. И таких тем и слайдов будет у нас 4 штуки, поэтому либо ставьте видео на паузу, чтобы выписать даты, либо делайте принтскрин, чтобы сохранить себе эту информацию. И начнем мы с темы здоровья. Первый пункт – это обследование и чекап организма. Либо еще как вариант в этот период может происходить какое-то социальное отстранение, дистанцирование. То есть вы не столько активны в своей повседневной жизни и как будто перешли немножко на сберегающий режим. Да? Либо это опять же период выгорания может быть. Или вот обстоятельства вас опять же заставляют побыть в одиночестве, побыть наедине с собой, отстраниться от каких-то вот социальных проблем и вопросов. Далее у нас лечение, и это тоже наиболее вероятные даты, когда вот кто-то из вас будет просто, скажем так, витамины принимать, там, заниматься профилактикой здоровья, а у кого-то может произойти даже обострение заболевания, или вот потребуется какое-то, например, медикаментозное лечение и медицинская помощь. Либо в этот период вы опять же можете проводить какие-то другие манипуляции по здоровью, и особенно аккуратными надо быть в конце 2024 года, когда все-таки Марс будет находиться в падении, да, то, что мы с вами уже обсуждали в этом видео. И последняя дата в плане здоровья – это когда могут происходить неожиданные и какие-то стрессовые ситуации, либо какие-то непредвиденные ситуации, которые повергнут вас в шок, будут вызывать эмоциональный стресс. И вот тут опять же тоже надо держать руку на пульсе, потому что на самом деле может произойти все, что угодно. Далее, личная жизнь. И тут вы тоже видите градацию. И первое – это неприятности, либо расставание с партнером. То есть, кто-то из вас может поставить, например, точку в отношениях в этот период жизни. У кого-то это может проиграться, как, например, резкая и спонтанная поездка, когда либо вы, либо партнер куда-то в этот период уезжаете, например, в командировку или для решения каких-то семейных вопросов. И это, опять же, будет вот такое вынужденное расставание.
Либо, например, в этот период в жизни супруга, партнера может произойти какая-то неприятная стрессовая ситуация, и вы в том числе можете его также предупредить, что, пожалуйста, будь осторожен в эти периоды, да, и не поддавайся там ни на какое выяснение отношений, скандалы, хотя вот провокация со стороны внешних обстоятельств в этот период однозначно будет присутствовать. Далее, процветание в личной жизни. И это такие на самом деле благоприятные периоды, периоды романтика, наслаждения личной жизнью. На самом деле в эти периоды все идет очень хорошо, красиво, как по маслу. Но если вы, например, там холосты, да, то в этот период у вас может появиться, например, ухажер, либо вы с кем-то официально вступите в отношения в этот период. Либо, опять же, это рост и процветание вашего партнера, например, когда ему сопутствует удача в рабочих вопросах. И следующий пункт – это конфликты. Это тоже период, когда обстоятельства вас будут склонять к выяснению отношений в паре. Могут быть какие-то споры, конфликты из-за, там, например, разных взглядов на одну и ту же ситуацию. Да? Либо у кого-то из вас это может означать как болезнь партнера, у кого-то это может быть измена партнера. То есть, опять же, у каждого свой вариант, именно вы будете склонны к этим конфликтам. Следующий слайд – это карьера, статус, и тут подразумевается как профессиональная, так и социально значимая деятельность по, например, по оформлению каких-то документов, получение ВНЖ, гражданства, брак, развод и так далее. И вот вы тоже видите на этом слайде 3 промежутка времени, которые являются наиболее благоприятными как для карьеры, так и для подачи документов на оформление своего социального статуса. Также, если, например, в этот период вы хотели попросить на работе новую должность, устроиться на работу, перевестись там в другой отдел, периоды достаточно благоприятные. Или, например, если вы планируете запуск своего проекта, то вы тоже делайте это благоприятные для вас даты. Также у нас есть период рост через трудности, и в эти периоды времени могут всплывать какие-то обстоятельства или вопросы, которые в какой-то степени будут мешать вам в продвижении, да, и возникнут какие-то проблемы, например, которые надо решать, и вы вынуждены будете преодолевать эти препятствия. Например, решать там какой-то конфликт, да, отодвинув там собственные интересы в край, либо вам придется пройти 7 кругов ада в бюрократической системе. И по итогу вы все равно выйдете победителем. То есть это будут какие-то такие трудности, преодолев которые вы получите хорошие результаты. И затем вы также видите не самые благоприятные для вас периоды для принятия каких-то важных решений, либо для запуска каких-то новых проектов, либо для общения со своим руководством, например. То есть и в целом эти периоды, они неблагоприятны для проявления себя на публике. И в этот период у вас может не хватать сил, все как будто валится из рук, либо будут возникать какие-то, например, сложные проблемы и препятствия для реализации задуманного. Поэтому вот в эти периоды однозначно держите руку на пульсе. А мы с вами идем дальше, и еще один слайд – это финансы. И так уж устроено в нашем гороскопе, что деньги, они не зависят от занимаемой должности. Поэтому также, пожалуйста, ознакомьтесь с датами, когда стоит ожидать роста и процветания финансовых поступлений. То есть, например, когда кому-то из вас выпишут премию на работе в этот период времени, кому-то поднимут зарплату, например. Либо это могут быть иного рода поступления, например, если кто-то будет увольняться, то это финальный расчет. Также это, возможно, продажа чего-то или оказание каких-то услуг. То есть вот в этот период времени могут быть финансовые поступления. А вот в разделе потери и траты смотрите аккуратно, потому что, во-первых, в эти даты вы можете нарваться на мошенников в том числе. Да, но и с одной стороны, если в эти даты вы планируете совершать какие-то крупные покупки, тогда это хорошо. А вот если вы не планируете их совершать, тогда какие-то неожиданные обстоятельства возникнут в вашей жизни, когда вам придется потратиться, за что-то заплатить, куда-то деньги вложить. Например, ремонт чего-то, либо лечение и так далее. Вот, поэтому, друзья, в общих чертах это все, чем я хотела с вами поделиться. Помните, пожалуйста, что это общий прогноз для водолеев, и если вы хотите получить более персонализированный прогноз, то я рекомендую вам обратиться на консультацию к профессиональному астрологу. Обязательно подписывайтесь на этот канал, делитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!